3 года назад, а я специально посмотрел дату выхода того ролика, мы делали полноценный обзор на Rodecaster Pro. Тогда наша студия выглядела иначе, ваш покорный слуга имел немножко иной форм-фактор, и устройство не имело такого количества вышедших обновлений, которые изменяют его функционал. Достаточно интересно сегодня будет совместить приятное с полезным. У нас на обзоре оказался комплект для подкастов Rodecaster Pro, которую мы рассмотрим вместе с всем функционалом, который стал нам доступен после выхода обновлений за все это время. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Сегодня я предлагаю вам не фокусироваться на частностях, ведь, как я уже сказал, подробный обзор на Rodecaster Pro уже имеется на нашем канале. Ссылку на него вы найдете наверху в аннотации или внизу в описании к этому ролику. Если сводить описание этого устройства к одному предложению, то это микшер, внешний аудиоинтерфейс, сэмплер, процессор эффектов, контроллер с пэдами, рекордер и, я бы еще сказал, усилитель для наушников. То есть под одним капотом у нас собрано все, чтобы комфортно работать с подкастами и со стримами. Перед тем, как погружаться в дебри обновлений, давайте пару слов о наборе. В него входит все, что вы сейчас видите на своем экране, за исключением стойки пантографа. Она наша, студийная, не перепутайте. Итак, Rodecaster Pro во главе. К нему идет такой защитный экран из прозрачного пластика, где он может быть полезен. Например, это неплохая защита от пыли, если вы храните ваше устройство между съемками, допустим. Например, это неплохая защита от какого-то физического воздействия. Допустим, вы берете Rodecaster, кидаете его в сумку, ведете куда-нибудь на выездной подкаст, да, и при этом ваши фейдеры и ваши регуляторы будут в полной безопасности, потому что их защищает такой своеобразный кожух. Ну и само собой разумеется, когда вы непосредственно в работе, вы настроили примерный микс, и если вы хотите, чтобы никто шаловливыми пальчиками случайно ничего вам тут не задел, пользуйтесь подобным решением, достаточно интересно. По микрофонам. В комплекте идет сразу 2 подмайк. Один из таких микрофонов мы, кстати, сегодня будем использовать на протяжении всего сегодняшнего ролика. В оригинальном обзоре мы этот микрофон обрабатывали с помощью специального пресета для подмайк, который есть в устройстве. Сегодня мы решили немножечко изменить нашу тактику и будем писать как есть. Совершенно чистый звук, который в дальнейшем с помощью плагинов мы сами обработаем. Тоже пример использования подобных решений технических. Микрофонов 2. И это ясно нам дает понять, что при покупке всего этого великолепия мы сразу же можем заниматься подкастами и стримами на 2 людей в студии. Главное, позаботьтесь о докупке коммутации, потому что она в комплекте не идет. Поговорим про ценообразование. Тоже очень важный пункт, ведь весь этот набор для подкастов сейчас стоит ровно столько же, сколько стоил сам Rodecaster Pro на старте продаж. Неизвестно из-за чего. Возможно, австралийцы решили полностью пересмотреть свою ценовую политику. Возможно, это такая акция невиданной щедрости в преддверии выхода Rodecaster Pro 2. Кто знает. Уж точно не я. Ну и, конечно же, как именно ситуация в плане цены будет развиваться на территории Российской Федерации, я также ответа дать вам не могу. Для того, чтобы разобрать нововведение программной части, давайте возьмем отправную точку в виде прошивки 1.1.0. Напомню, что это обновление у нас превращало встроенный аудиоинтерфейс многоканальный. У нас появлялась возможность писать на компьютер каждый микрофон в свою отдельную дорожку. Также появлялась функция Mix-минус и, само собой разумеется, немножечко перерабатывалось отображение информации на экране устройства. Собрав комментарии и пожелания своих пользователей, Rode выкатывают новую версию 2.0. И самое примечательное в этой прошивке — блок с пэдами обзавелся более расширенным функционалом. В приложении «Помощники» для компьютера мы теперь можем манипулировать программируемыми звуками, назначать их на кнопки, собирать в банки и менять цветовую гамму, в том числе разграничивая цветом каждый отдельный банк звуков. Функция картридера.
теперь записанный на карточку материал мы можем скинуть с вами в компьютер, не извлекая ту самую карточку из Rodecaster Pro. Для этого нам нужно в настройках зайти в специальный режим карты ридера, после чего среди подключенных устройств у вас появится SD-карточка, в которую можно войти и скинуть информацию к себе на компьютер. Важная особенность. Работает эта фишка исключительно на чтение, чтобы обезопасить вас от случайного удаления записанного материала с карточки. Отдельно была улучшена и подкастовая часть, например, функциональные кнопки Mute и Solo. У Solo появился режим PFL. Что это значит? При закрытом фейдере нажимаем Solo и в своих наушниках слышим, что именно происходит на канале, при этом звук с этого канала на стрим или на запись стереофайла мы с вами не отдаем. Достаточно удобная функция. Далее, когда мы зажимаем Solo и Mute на канале со своим микрофоном и на канале с дозвонившимся гостем, у нас появляется возможность переговариваться с этим гостем, при этом наш разговор не будет отправлен в прямой эфир. Таким образом, можно давать какие-то небольшие ремарки, наставления человеку, который к вам в эфир дозвонился. Таким образом, можно, к примеру, переговариваться со своим соведущим, когда у вас на стриме происходит какое-то подобие музыкальной паузы, которую вы просто не хотите прерывать своими разговорами. Несколько улучшений коснулись и мастера. Например, появилась функция, которая полностью отключает ручку мастера, независимо от того, в каком именно положении она у вас будет выставлена. На мастер-выход будет подаваться неизменный линейный уровень, что достаточно полезно, если вы, допустим, с мастера берете звук, чтобы записать этот звук на внешний рекордер, или подать этот звук на внешний микшерный пульт. Кто знает, возможно, вам это необходимо. Появился мьют мастера. Тоже не совсем однозначная, но может быть полезная вещица. Это мьют автоматически, он срабатывает по автомату при достижении какого-то определенного критического уровня. Где это может быть полезно? Например, если вы хотите избежать образования акустической обратной связи, вы используете громкие мониторы в своей работе, чтобы обезопасить вашу технику, и в какой-то мере, чтобы обезопасить уши людей, которые вас слушают, и ваши уши, хотя это не так, наверное, важно, как техника. Короче, автоматический мьют появился, его можно и, я думаю, нужно использовать в подобных ситуациях. Появилось усиление для Bluetooth и для телефонного канала для более тонкой настройки. Были перелопачены менюшки. Доступ к тем или иным функциям, если верить производителю, стал намного удобнее. И как вишенка на торте, улучшился звук. Да, если верить официальному пресс-релизу, в версии 2.0 общее звучание Rodecaster Pro заметно подтянулось. Я надеюсь, что своими ушами вы сейчас сами это прекрасно слышите. Версия 2.1. И сейчас о самом главном и самом интересном — это процессор эффектов, который до этого нам давал выбор из включить эффект, выключить эффект. Теперь имеет более тонкую настройку для каждого эффекта. Это касается и специальных эффектов от Affix. Что интересно, эффектами мы можем заниматься не только в экране Rodecaster Pro, но и в специальном обновленном приложении помощнике для компьютера. Неважно, где вы будете задавать изменения параметров процессора эффектов, они будут происходить и там одновременно. Где это можно использовать? Например, вы пишете подкаст, на компьютере у вас открыто это самое приложение, и у вас буквально в шаговой доступности есть все параметры, которые вы можете скорректировать, если это вам необходимо. В самом процессоре эффектов появилось какое-то подобие Ctrl-Z, то есть при желании вы можете откатиться до предыдущих настроек, что тоже достаточно интересно. И очень важная функция. На мастере у нас появилось лимитирование. То есть сразу же уже на этапе записи, на этапе составления нашего подкаста, или при стриминге, мы можем с вами сжать звук, сделать его более таким плотным и, что называется, радийным. Контроллер с пэдами в этот раз тоже обзавелся новыми фишками. Во-первых, овердаб. Эта функция позволяет нам вести запись кольцами на уже существующий аудиофайл. Таким способом в живом режиме вы можете записать название рубрики для вашего подкаста или для вашего стрима и вызывать его одним нажатием пэда. Возможно, вы музыкант-исполнитель, и с помощью овердаба вы можете давать какие-то небольшие номера с лупами в живом режиме во время вашего стрима.
Пользуйтесь, пожалуйста, ведь весь функционал теперь здесь имеется. Помимо всего прочего, появились новые режимы на воспроизведение для пэдов, и это воспроизведение кольцом, опять же, луп, где его можно использовать, например, если вы через пэды ставите себе фоновую музыку. Нажали, вывели, и идеально закольцованный кусок будет продолжать проигрываться по кругу, пока вы снова не нажмете на пэд и не остановите воспроизведение. Ранее вся поканальная запись велась в режиме pre-fader, то есть весь звук, который мы получали на компьютере, у нас шел в обход встроенного процессора эффектов. После многочисленных просьб была введена возможность писать post-fader. Мы пишем поканально звук, который уже был обработан встроенным процессором, где это может быть полезно. Например, вы уверены в прямоте своих рук, вы обработали весь звук, и вы хотите просто позже сэкономить себе время на сведении, получив уже записанный и сведенный звук. Пожалуйста, пользуйтесь. Это прекрасная фишка, которая была добавлена с этим обновлением. Различные платформы имеют определенные требования к характеристикам и форматам файлов, которые вы на них загружаете. С приходом нового обновления появилась возможность выбирать на экспорте интересующую вас площадку, подгоняя все параметры под тот или иной сервис, но в конце концов есть и ручной режим, если вы точно знаете, что именно вам нужно на выходе. Еще одно нововведение — это возможность записи подкаста в 64-битном режиме. Включив эту функцию, мы автоматически отменяем разбивку аудиофайлов на кусочки по 4 гигабайта на SD-карточке, получая на выходе единый неразрывный аудиофайл нашего подкаста. Как и в прошлом обновлении, здесь не обошлось без улучшений по части внешнего вида. Появился так называемый бродкаст-режим, который каждой насечке дает нам значение в децибелах в виде цифры, что достаточно удобно, если вы хотите более пристально отслеживать свои уровни. Появилась поддержка специальных движений, допустим, вот такой свап, как он правильно называется, нас перемещает в окно, которое мы открывали с вами в прошлый раз. Появился доступ к SD-карточке в одно касание, то есть прямо пиктограмма SD-карточки у нас теперь вынесена на главная панель устройства. Не обошлось и без изменений в приложении Компаньоне. Оно теперь может менять свой размер, что оценят люди с небольшими мониторами. Последнее обновление 2.1.2 вышло чуть более года назад и подарило нам MIDI. Да, все верно. Теперь это официально MIDI-контроллер. Что мы можем делать? Например, при подключении к цифровой рабочей станции и при записи подкаста или стрима с помощью фейдеров мы можем задавать автоматизацию по громкости или по каким-то эффектам, что очень и очень интересно. После того, как мы с вами уже записали подкаст с помощью тех же самых фейдеров, которые по MIDI мы с вами подружили с виртуальными фейдерами, мы можем произвести сведение нашего подкаста. Не обязательно подкастом, можно сводить музыку, что только душе угодно. Достаточно интересно. На официальном сайте, если что, есть прям отдельное руководство, которое посвящено MIDI, так что если вы будете заниматься этим вопросом, не забудьте зайти на официальный сайт и посмотреть это самое руководство. Применение MIDI номер 2 тоже достаточно интересное, ведь теперь вы можете программировать ваши стрим-машины. OBS или XSplit, скажем. Кстати, напишите в комментариях, а кто-нибудь еще пользуется XSplit? Что-то я давно не слышал об этой программе. Так вот, здесь все упирается исключительно в ваше воображение. Нажатием на один из пэдов мы можем, например, выводить на экран какой-нибудь текст, или заранее заготовленную картинку, или заготовленный видеофрагмент. Мы можем переключаться между сценами, которые есть у нас, например, в OBS. Мы можем менять крупность камеры, которая снимает нас. Даже больше, если в своем стриме вы используете сразу несколько камер, нажатием на одну из кнопок мы можем переключаться с одной камеры на другую и обратно. Согласитесь, что это действительно очень и очень интересно. ASIO драйвер. Да, то самое, на что я жаловался в оригинальном видео, было вылечено. Хвала великому аналоговому богу. Здесь появился свой собственный ASIO драйвер, который мы можем скачать, установить на компьютер и работать, при этом получая большую стабильность во время записи. Снова пэды и снова дополнительные звуки. На этот раз была представлена функция запикивания. Нажимая пэд, который был подготовлен под эту функцию, совершенно верно, мы полностью отсекаем весь звук из трансляции, оставляя только
тот звук, который у вас был на пэде с запикиванием. Штатно рот назначают на запикивание очень неприятный писк, но мы можем его поменять на любой звук, который придется именно вам по вкусу. Последняя важная функция также коснулась пэдов, и называется она Trash Talk. На русский я бы ее перевел как «позубоскалить». Итак, функция «позубоскалить», вот эти 3 канала, на которые нам, допустим, кто-то дозвонился в эфир, при активации этой прекрасной функции «позубоскалить» мы можем переговариваться с нашими соведущими в студии, при этом наши разговоры пойдут на стрим, на эфир, но дозвонившиеся люди нас слышать не будут. Где это можно использовать? Ну, тут, опять же, ваше воображение. Например, можно пообсуждать умственные характеристики людей, которые дозвонились на ваш эфир. Ну или что-нибудь другое в более положительном и добром ключе. Решайте сами, такая функция к вашим услугам. По мере развития программной части выходили и различные аксессуары для более простой работы с Rodecaster Pro. Та же самая крышка, о которой мы говорили с вами в начале ролика. Выходило еще много чего, и мне лично, например, больше всего запомнился провод, который позволял Rodecaster работать от пауэрбанка, то есть его при этом можно брать с собой в дорогу. И еще разноцветные колечки, с помощью которых появилась возможность помещать каждый микрофон, когда в студии набирается толпа народу. Где ты, где ты, где ты, беспокойное сердце за невидимой дверцей притаилась? Где ты, где ты, где ты, 2 удара в секунду пополам почему-то поделилась. Белой полосою нарисуй дороги середину. Если я уеду, я с тобой оставлю половину всего, половину сердца оставлю с тобою, половину неба закрою рукою, заберу кусочек улыбки и взгляда, половину только, а больше не надо. Половину только, а больше не надо. Обновленная версия итогов о Rodecaster Pro. Я думаю, вы и так прекрасно поняли, что я обожаю это устройство, и на самом деле есть за что. Куча различных настроек, море различных функций, эффекты, которые, как мы с вами выяснили, теперь можно подстраивать буквально под каждый голос точечно. MIDI, которая появилась здесь и которая можно использовать в своей работе. В общем, на мой взгляд, на данный момент более ультимативного решения для работы со стримами и подкастами на 4, да и даже меньше человек, просто на рынке не существует. Именно поэтому даже когда мы проводим какие-то индивидуальные консультации по подбору оборудования, в конечном итоге в какой-то момент, если у человека не стеснен бюджет, мы приходим к Rodecaster Pro. Потому что, повторюсь, это ультимативное решение. Под одним капотом у нас есть все самое необходимое для стримов и для записи подкастов. Там вышла 2-я версия Rodecaster Pro. Вот так взгляните на этот горячий пирожочек. Будет очень интересно сделать обзор и на обновленное устройство. Я думаю, первый Rodecaster Pro 2, который приедет официально в Россию, мы постараемся выцепить себе на обзор. Друзья, как всегда, зову вас в комментарии. Напишите, что вы думаете по поводу этого устройства, по поводу всех обновлений. Я знаю, что за это время вот эта база, группа людей, которые являются уверенными пользователями Rodecaster Pro, она пополнилась, разрослась. Обязательно напишите ваше мнение по этому устройству, ваш опыт, потому что это очень и очень полезный опыт, который может помочь другим людям. Не забудьте поставить лайк, если ролик пришелся по душе, не забудьте подписаться на канал, ну и, само собой, разумеется, не забудьте подписаться на мои соцсети, в частности, индивидуальные консультации. Это все вот сюда, по ссылочкам, которые вы прямо сейчас видите на своем экране. Друзья, напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Напоминаю, что я не прощаюсь, а говорю лишь «до свидания». До встречи в следующем ролике. Которые просто кардинально меняли
Что они меняли? Пол. 3. Ролик. Это ясно нам дает понять, что при покупке такого комплекта мы... При покупке комплекта... Пишем...